Всем очередного цап-царапа, друзья. 30 июня 2022 года совершился прорыв, толчок, скачок акций «Газпрома» и с ним всего индекса московской биржи. Ранее совет директоров «Газпрома» рекомендовал выплату рекордных дивидендов в истории. Тем временем на ПМФ, Петербургском международном экономическом форуме, президент России Путин Владимир Владимирович заявил инвесторам, что вот видите, что может произойти, когда вы инвестируете в иностранный капитал. Ну, это к тому, что сейчас происходит со всеми заморозками, блокировками на фоне геополитической ситуации. Инвестируйте в Россию, дома-то лучше. И вот под такие-то заявления акции национального достояния, от которого мечты, как мы знаем, всегда сбываются, начали расти в цене, несмотря на всю нынешнюю ситуацию. И вот так завершился первый этап многоходовочки. Ну и вот настало время для второго этапа по цап-царапу. «Газпром» внезапно объявляет, что собрание акционеров, а основной акционер «Газпрома» — это государство, решило не выплачивать дивиденды за рекордный сверхприбыльный 2021 год в связи с сложившейся ситуацией. И тут произошел резкий отрицательный взлет акций «Газпрома», и национальное достояние скукожилось почти в половину. Акционеры «Газпрома» решили, что в этой ситуации выплачивать дивиденды не нужно. Пипец. Чего следовало ждать? Я, кстати, зашортил, но правда вот только сейчас, не знаю, уже дальше может покупать буду. Короче, как оно там называется? Национальное достояние стало стоить ровно в половину меньше. И это что пока. Всем пока. И тут скажет мне какой-нибудь россиянин, или даже какой-нибудь премудный инвестор, может быть, действительно в сложившейся ситуации стоило бы попридержать прибыль, а не распределять ее, чтобы компания пережила нынешнюю ситуацию, какой-то кризис, еще что-то. Погоди, давай не будем торопиться. Второй этап начался. Параллельно с этими всеми событиями в Госдуме завершилась часть второго этапа, отведенная ей. Во втором чтении одобрили поправку о повышении НДПИ «Газпрома» на 1,2 триллиона рублей в 2022 году. То есть, чтобы ты понимал, ровно на ту сумму, одобренную ранее Советом директоров «Газпрома», выплату дивидендов. Правильно, зачем делиться с акционерами какой-то частью прибыли, когда ее можно жать целиком себе? Всю. А что, в Госдуме подумали, те люди, которые вошли в долю на заявлениях президента, на заявлениях Совета директоров национального достояния, да причем еще по уже взлетевшим ценам на фоне этих заявлений. В Госдуме подумали, пусть раз и навсегда зарубят у себя на носу, что такое инвестирование в фондовый рынок своей страны. Дома-то, как говорится, всегда лучше, дома заботиться о вас. Опять же, параллельно с этими событиями Центробанк решил ослабить ограничения на вывод валюты из России до $1 миллиона в месяц. Или там 12 миллионов долларов в год. Скажешь, радуйся, простой россиян, теперь ты можешь это делать. И вот так инвестиционный климат в стране совершил очередной скачок, который и так днем с огнем было найти нельзя. Кто что об этом думает, можете написать в комментариях, можете не писать ничего. Такие события я люблю записывать больше как исторические вехи, для себя теперь сейчас откладывать все. Тихий мрачный коридор, я на цыпочках, как вор, дивиденды отменил, повысил НДПИ. Фондовый рынок нелюдим, социальное достояние обнулим. Цап-царапнем не спеша с людей еще разок, чтобы увидеть, как в бессоннице в час ночной российский инвестор жрет обои. Чьих невольница ты идей, Госдума, когда охотишься на людей. Успел все-таки чуть-чуть запрыгнуть, поучаствовать.
Вот, зашортил по 225 перед третьей планкой. И по 200 последний закрыл. Было там 205, 202, 200. Вот по таким ценам закрывал. Сейчас вот отскок. Ну, короче, процентов в среднем 6 получилось, наверное, немножечко поднять. Вроде как. И вышел, пока безумие творится. Я не могу через терминал, я через приложение, потому что здесь, ну, короче, ладно. Через телефон, блин, это вообще трэш. Короче, все. В общем, итог-то, блядь, решение акционеров «Газпрома». Это у нас основное государство, как мы все понимаем. Это просто момент падения прямо моментальный на 50%. Так, сейчас заодно посмотрим, сколько это по 225. О. Получается 11%. Даже не 6, короче, где-то побольше я взял. Вот на этом последнем движении. Сейчас отскок, дальше хрен его знает. Участвовать я уже не хочу. Мне скоро на работу. Тут, блин, опасность развивается. А падение общее по сегодняшний день до сюда 53%. На-на-на-на-на.